Добрый день, дорогие друзья! И сегодня мы приготовим с вами овощной суп. Наш суп состоит из таких ингредиентов, как шпинат, свежий в нашем случае, можно использовать замороженный, репчатый лук, морковь, чеснок, томатная паста. Это нижняя часть зеленого лука, фасоль, оливковое масло, томаты собственного сока, ну и сыр твердых сортов. Можно его, конечно, не добавлять, но я люблю его вкусно есть, поэтому я рекомендую попробовать именно с этим сыром, получится очень вкусно. И помните, в этом супе нет мяса, поэтому ключевым ингредиентом у нас будет сыр, и он даст тонкий, утонченный вкус блюда. Первым же делом мы, конечно же, ставим разогреваться посуду, поэтому ставим на средний слабый огонь, открываем крышку, начнем с того, что добавляем оливковое масло. Оливковое масло очень хорошо сочетается и гармонирует с овощами, поэтому именно оно в нашем случае будет основой. Я не буду утомлять вас большим количеством времени того, как я умею чистить лук, морковь. Но просто буду рассказывать, показывать, как лучше всего это сделать. Лук мы режем такими кусочками мелкими. Корнеплоды всегда идут вперед, поэтому в первую очередь мы начинаем жарить лук. Лук даст приятный вкус супу. И далее сразу же нарезаем морковь, также мелким кубиком, примерно сантиметр на сантиметр и не больше. И уже потом идет чеснок. Помните, это овощной суп, поэтому здесь овощи в большом количестве. Для того, чтобы не порезаться, лучше всего морковь отрезать бок, потом положить ее на другой бок, и она уже перестает качаться. И начинаем аккуратно нарезать. Помните, друзья, что лучше всего пользоваться только острыми ножами. Только острые ножи уберегут вас от порезов. Ну а также вы не будете уставать и готовить очень быстро. Морковь перед тем, как начать готовить, обязательно следует попробовать, чтобы она была сладкая. Слегка прибавим силу огня и перемешаем. Антипергаментное покрытие торговой марки «Мечта» настолько крепко, что иногда можно даже забыть о том, что вы мешаете железной ложкой. Все. Следом идет чеснок. Чеснок мы нарезаем просто кружочками. Чеснок пробовать не надо. Мы знаем, что он острый. Лук мы нарезаем таким под углом. Это называется перья. Для того, чтобы суп эстетически интересно выглядел. Вот такое перо получается у нас. Сразу добавляем. И перемешиваем. Обжариваем 5 минут. Затем добавляем томатную пасту. И все перемешиваем. Как жалко, что всех запахов и ароматов нельзя передать на камеру. Теперь будем использовать шпинат. Друзья, можно использовать замороженный. Он уже вот аккуратно свернутый, поэтому мы используем только листья. Аккуратно убираем стебельки. Шпинат очень деликатный сам по себе, и поэтому он хранится очень мало. Поэтому старайтесь, купив свежий шпинат, сразу же его использовать. Почему мы не используем стебельки? Потому что в них очень много волокон, и в процессе употребления супа это будет не совсем приятно, когда между зубов застревают какие-то ниточки. Все, листья отобрали, теперь слегка его подрежем, для того, чтобы в супе это было не целым листом. Так, поперек режем листа, и будет хорошо. Все, очень мелко не нужно. Добавляем воду, примерно литр воды. Доводим до кипения и затем кладем шпинат и томаты в собственном соку. Добавляем шпинат сразу же. Добавляем томаты в собственном соку.
Делать это очень аккуратно, чтобы не облиться, не обжечься. Друзья, один полезный совет. Никогда не лейте вот так вот, потому что шанс в том, что вы обрызните самого себя и близстоящего человека, лучше всего лить в самый конец, и таким образом у вас по стенке будет все стекать, и корпус посуды будет защищать вас от ожогов. И белая фасоль. Друзья, как вы уже заметили, мы готовим кастрюлю от торговой марки «Мечта». Объем этой кастрюли 3 литра. Этого хватит, чтобы накормить 6 персон. Если там дети половина, то до 8 персон. Мы добавили уже почти все ингредиенты для нашего супа. Но осталась соль, перец. Все добавляем по вкусу. Примерно столовую ложку без горки. Перец. Можно использовать перец горошком до примерно 6-8 шариков. Достаточно для того, чтобы дать приятный вкус блюду. Перемешиваем. Прекрасный суп. Он густой. Накрываем крышкой, но не до конца. И убавляем огонь на самый слабый. Готовится 15 минут. Наш суп готов. Накладываем. Последний ингредиент. Наш суп готов, друзья. Приятного аппетита!